Привет всем! В этом видео я сделаю обзор на диммеры для светодиодных лент. Вот я взял для примера две похожие модельки, там внутри они одинаковые. Единственное отличие, что здесь стоит механический потенциометр, вот он регулирует яркость от нуля и до максимума, вот так крутится. А в этом диммере здесь механического потенциометра нету, он заменен электронным и управляется дистанционно с помощью пульта вот такого управления. Есть кнопочка включить-выключить, и стрелочками мы увеличиваем яркость, либо уменьшаем. И как раз посмотрим, сейчас подключим, как он работает и регулирует. Вот я для примера взял светодиодную ленту, да, самую такую простенькую, она не яркая, чтобы камеру не засвечивала. И посмотрим, как работает. И вот у меня тут источник питания. С блока питания я взял 12 вольт. Диммер работает либо на 12, либо от 12 до 24 вольт напряжение и ток до 30 ампер. Вот характеристики у них одинаковые. И сейчас мы подключим, проверим и все замерим. Также я хочу попробовать подключить лампу обычную накаливания и также электродвигатель какой-нибудь посмотрю. Попробуем, как он регулирует обороты. И для начала подадим питание, клеммы здесь, контакты подписаны, минус-плюс. Вот подключаем минус-плюс, красный у меня это плюс, вот сюда подключим. Черный минус подключим вот сюда. С подключением все просто. Сюда мы подключаем светодиодную ленту. Я для начала хочу попробовать вот напряжение. Померяем, как оно регулирует, посмотрим, что вообще происходит на выходе. Здесь также подписаны контакты плюс-минус. Вот плюс, минус. Сейчас ничего не показывает, 0. Вот, добавляем. Здесь у нас получается регулируется не напряжение, а ток, потому что напряжение практически не меняется. Чуть-чуть там проседает. Ну а так 11,7, значит здесь у нас регулировка тока идет. Напряжение как подается 12, так и подается. И подключим давайте светодиодную ленту. Тоже соблюдаем полярность. Красный плюс, черный минус. Вот светодиодная лента загорелась красного цвета. Ток потребления у нас вот сейчас идет 1,2 ампера на входе. Это вот максимальная яркость. Вот 1,3 максимальная. И регулируем. Вот она потухла. Добавляем. На камеру она мигает. На камеру видно пульсации. Живой она горит. Мигание вот этих мерцаний незаметно. На камеру, конечно, да. Частота где-то не совпадает с частотой кадров. И вот так получается блымает. Так, ну вот добавляем яркость. И убавляем. Можно померить, как регулируется ток, тоже с помощью мультиметра. На входе, да, вот сейчас вот, например, в таком положении посередине 350 миллиампер ток потребляет. Можно померить с помощью мультиметра. Переставим на ток и будем смотреть, какой у нас течет ток. Вот 148, получается 150 миллиампер. Вот мы на 0 поставили, ток не идет. Начинаем добавлять.
Вот при совсем малом токе, то есть мерцание. Вот сейчас до 100 миллиампер тока не хватает. Мерцание идет. Ну, вот так уже вот 500 миллиампер. 600. И вот у нас максимальная яркость 933. Убавили. Сейчас подключим, попробуем с диммером, который идет с пультом, как работает. Есть передатчик на пульту такой же, в принципе, как и у дистанционных выключателей, который до 100 метров рассчитан. Но я думаю, здесь вот антенна находится в корпусе металлическом. Дырочки, конечно, есть, то может меньше брать. Ну, метров 20 все равно должно работать. Ну, 100 метров я сомневаюсь, что возьмет. Ну, 20 возьмет. Радиус действия. Если вы, например, хотите там дистанционно управлять с дальнего расстояния, то где-то нужно рассчитывать на 20 метров радиус действия. Подключили питание и подключаем светодиодную ленту. Лента горит. Так, как у нас работает пульт? Вот сейчас у нас все выключено. Кнопка выключения центральная, она предназначена для выключения. То есть, когда мы ее нажимаем, когда все выключено, ничего не включается. Включается с помощью стрелочек. Либо вверх, либо вниз. Нажали, вот вниз. Светодиодная лента включилась. И яркость мы регулируем нажатием. Можно удерживать. Вот яркость у нас уменьшается. И также вверх яркость увеличивается. А можно нажатием. То есть, либо кратковременно нажимаем, уменьшаем, либо удерживаем. Вот у нас выключено. Следующий шаг. Вот минимальная яркость у нас включила. Работает без бликов. Отлично. Ничего не мигает. Добавили. И оно ступенчато регулирует. То есть в этом потенциометре мы регулируем плавно. Минимальная яркость сразу включилась и загорелась. То есть какой-то ступенчатая регулировка идет. То в этом модуле мы чуть-чуть добавляем. Для свечения недостаточно. Идет такие вот мерцания. А здесь уже шаг минимальный, когда уже горит просто без мерцания. А тут есть вот этот вот диапазон, в котором еще светодиодная лента горит слабо и мерцает, то в этом такого нет. Сразу включается на минимальную яркость, при котором она мерцать не будет. Вот так работает. Хотя транзисторы и тут стоят одинаковые. И вот ступенчато мы можем добавлять. Яркость увеличивается. И вот она максимальная. С помощью кнопочки выключения мы выключаем. И лента выключается плавно. Вот она потихонечку гасит. Не резко выключается, а плавное затухание идет. Вот так работает диммер. Сейчас я попробую подключить лампочку накаливания. Посмотрим, как она будет себя вести. Убираем ленту. Лампа у меня обычная автомобильная с противотуманок. Здесь 55 Вт, 12 вольт. Пробуем подключать. Полярность здесь без разницы. Запускаем. Вот плавное включение идет. Горит лампа, ярко горит. Выключаем. Плавное выключение. И давайте порегулируем яркость. Но при использовании лампы накаливания слышится такой вот писк какой-то частоты. Когда работает светодиодная лента, то бесшумно работает. А тут идет писк. При том, что писк идет не от диммера, а от лампы. Лампа пищит. Тут диммер меняет частоту, то есть скважность импульсами. Импульсами подает напряжение. Из этих импульсов у нас лампочка как динамик работает, и она пищит. Вот слышно такой фон. Вот минимальная яркость. И также ступенчато добавляется.
Вот максимальная яркость. На максимальной яркости, конечно, ничего не пищит. И выключается плавненько. И также давайте попробуем подключить электродвигатель. Так, для примера, что я возьму? У меня есть вот такая вот болгарка аккумуляторная, только нет аккумулятора. Нужно будет заняться сделать. И также я хочу сделать эту болгарку с регулировкой скорости. Но, скорее всего, такой диммер сюда ставить не нужно. Что-нибудь другое подобрать, и будет аккумуляторная болгарка. Но пока нет времени сделать для нее аккумулятор. Здесь у нас 19,2 вольта, 7000 оборотов. Здесь у нас включается вот так. Вот, скорость регулируется, но также слышен вот этот писк. Вот я на минимум включил. То есть тут тока не хватает, чтобы вращать, вот на минимуме. Но слышен писк, и пищит у нас обмотка. И вот при таких оборотах уже писка не слышно. Вот. Вот так он регулирует обороты. Но я думаю, для регулировки оборотов лучше взять шим-контроллеры специальные для двигателей. Они хоть никаких звуков не будут издавать посторонних. То здесь это устройство предназначено для светодиодной ленты, поэтому если другие приборы подключать, они-то работать будут, но может появиться вот этот писк из-за частоты импульсов. И поэтому я думаю, как раз этот диммер лучше использовать только для светодиодной ленты. Ссылочку на эти модельки я вам в описании оставлю. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.